Давайте начнем сначала с того, как он появился. Идея возникла 3 года тому назад по установке памятника Стива Джобса на территории нашего университета. И почти 2 года тому назад, то есть в январе 2013 года, мы открыли памятник Стиву Джобсу. Стиву Джобсу, притом такой, на наш взгляд, был оригинальный памятник, потому что это был iPhone в рост Стива Джобса и действующий iPhone. С точки зрения спонсорства, подчеркиваю, не идеи, а спонсорства самого памятника, нам выделили соответствующие средства компания Zevs. Прошло, памятник стоял на улице, подчеркиваю, это действующий iPhone, поэтому с весны уже стали наблюдаться определенные перебои по некоторым функциям, и в июле, в августе он уже не давал тот функционал, который давал сначала. Поэтому мы обращались к Зевсу, начиная с августа месяца, для того, чтобы помогли нам отремонтировать этот памятник. Но вот в итоге мы в конце договорились о том, что компания Zevs готова выделить средства для ремонта этого памятника. Оценка по времени, она составляет, естественно, надо посмотреть, но оценку, которую мы проводим, это 2-3 месяца, которые требуются для ремонта памятника. Ну и после этого восстановление его, вернее, установка опять на том же самом месте. Надеемся, что он уже будет работать более длительное время, без перебоев, хотя понятно, что еще раз, наверное, потребуется, потому что это железо, это электроника, это оптика, и когда оно работает в тех условиях наших санкт-петербургских, дождь, снег, ветер и так далее, ну, наверное, через какое-то время еще раз мы его будем ремонтировать. Но никого же не удивляет, что мы крейсер «Аврора» ремонтируется. Ну, а здесь более тонкий памятник. Вот вся идея. Поэтому я с удивлением читал в интернете все сказки, а на самом деле даже не сказки, не побоюсь перед вами сказать, глупости о том, что в университете приняли решение из-за нетрадиционных каких-то там взглядов ряда сотрудников компании Apple мы решили демонтировать памятник. Ну, просто глупости больше придумать в принципе нельзя. Кому это было нужно? Я гарантирую, что никто из университета, ни один сотрудник, не только ректорат, а ни один из сотрудников университета такой глупости сказать не мог. То есть вы считаете, что памятник не пропагандирует гомосексуализм? Что? Памятник не пропагандирует гомосексуализм. Да нет, абсолютно. Это не связанные, подчеркиваю, не связанные вещи. А если уж говорить о нашем информационных технологиях, с чего начиналось, есть и премия, и вообще гениальный абсолютно человек Тьюринг. Вот. Есть премия Тьюринга. Это аналог Нобелевской премии в области информационных технологий. Ну и познакомьтесь, почему Тьюринг, по-моему, 47 лет покончил жизнь самоубийством. Вот, в Англии. Тогда, кстати, гомосексуализм был там запрещен. Вот. А сейчас вручается премия Тьюринга. И она считается самой престижной премией в мире. И еще раз говорю, это аналог Нобелевской премии в области информационных технологий. И скажите, пожалуйста, то есть вы абсолютно уверены, что iPhone вернется на место? Конечно, если даже сейчас, предположим, у того спонсора, я допускаю, хотя у нас есть официальное письмо от компании Zevs, что она готова вложить средства на ремонт, если это не произойдет, то университет вложит свои средства для восстановления памяти.